Добро пожаловать в 5-й сезон «Безвиза». Мы на Канарах. И скажу сразу, эти острова превзошли все мои ожидания. На Канары я отправился вместе со своим хорошим другом Сашей Буратынским, которого вы можете помнить с 3-го сезона про Португалию. С Саней мы исколесились 6 из 7 Канарских островов за 2 недели, в том числе посетили максимально непопсовые и неизвестные. И теперь расскажем, почему эти маленькие точки на карте обязательны к посещению. Как всегда, к сезону прилагается маршрут нашего путешествия. Приобрести его можно на нашем портале T-Travel.me, ссылка в описании. Погнали! Это 3-я серия сезона про чертовски красивый остров Ла-Гомера. Почему чертовски? Потому что в некоторых местах здесь творились очень странные дела. Начать серию хочу как раз с одного из таких чертовски красивых мест. Мы приехали сюда на закате, была спокойная погода, идеальное время для кадров с коптера. Но именно здесь камера Уилсона начала сходить с ума, и с воздуха ничего отснять не удалось. Да, я вам не говорил, моего дрона зовут Уилсон, как волейбольный мяч из фильма «Изгой». Мы решили вернуться к этой скале в последний день на рассвете, перед вылетом на следующий остров. Эта локация еще пощекочет нам нервы, но я вернусь к ней позже. Ла-Гомера еще один малопопулярный Канарский остров. Хотя, конечно, людей здесь побольше, чем на Эль-Хьерро, и инфраструктура туризма лучше развита, но во многих местах Ла-Гомеры небезопасно. Скоро вы увидите почему, а пока хочу показать вам одно уникальное место на этом острове. Раньше в этом месте производились морские погрузки сельскохозяйственной продукции на экспорт. Эти столбы – останки так называемой фиш-балки, которая и использовалась для погрузки товаров на борт кораблей. Построена она была в 1908 году и прослужила до 1943. Затем порт был перенесен в другой город острова и место забросили. Теперь здесь расположен природный бассейн, а столбы остались единственными отголосками прошлого. Место очень впечатляет, но теперь самое главное. Здесь мы попали под оползень. Что, убегать от камней? Achievement unlocked. Индиана Джонс, блин. Ты видел этот момент с птицами, когда они разлетаются? Я поворачивался, там тупо разлетаются птицы, и булыжники с нашу голову тупо летят мимо них так вниз. Нам повезло, что мы были недалеко от небольшого одноэтажного строения, под крышей которого мы и укрылись. Непосредственно до нас долетело совсем немного камней, большинство задержали защитные сетки, но тем не менее все могло закончиться гораздо хуже. На самом деле эта локация формально закрыта для посещения. При входе поставлено ограждение и табличка, рассказывающая об угрозе оползней. Мы на этот запрет наплевали и чуть было за это не поплатились. Не делайте так, как мы. Забегая наперед, хочу сказать, что это далеко не единственное место с угрозой оползней на Ла-Гомере. Кстати, с террасы нашего жилья было видно эту локацию. А если поднять взгляд повыше, можно увидеть вулкан Тейде с острова Тенерифе. Настолько близки эти острова друг от друга. Возвращаясь к чертовской натуре этого острова, посмотрите на эти скалы. Что они вам напоминают? У меня ассоциации с рожками чертика. Более того, это не единственные подобные скалы на Ла-Гомере. А теперь присмотритесь к правой скале. Видите портрет человека? В какой-то момент при монтаже я увидел это лицо, и теперь только на него и смотрю в этом кадре. Точно мистика какая-то. Но, несмотря на все ассоциации, это мое любимое место Ла-Гомеры. Просто сверхэпичный пейзаж.
Какой классный автобус. Я очень доволен. Я очень доволен, потому что это один из лучших кадров за наше путешествие. С этого острова так точно. Хотя ранний кадр сегодня с колоннами поспорит. Просто стязается. Ребят, сравните этот кадр либо колонны. Затем мы попробовали добраться до еще одного необычного места – Пунта де лос Арганос. Засматриваясь на окружающие панорамы, несколько раз мы пропускали нужный поворот, затем асфальт на дороге закончился и началось глиняное болото из-за недавнего дождя в этой части острова. Ехать становилось все сложнее, и я понял, что есть серьезный риск застрять на серпантине в дикой глуши. Там даже не ловила мобильная связь. Мы развернулись и поехали на другую локацию неподалеку. Но дорога к ней была немногим лучше. Мне нравится, что большие камни лежат на дороге. И крест. И крест, да, супер. На нашем пути лежала огромная куча камней разных размеров, и мы поняли, что недавно здесь произошли оползни. Вспоминая нашу утреннюю историю, становилось тревожно вдвойне. Мы всерьез задумывались о том, чтобы отказаться и от этой локации. Посмотрите просто на скалы, которые нависали над нами. Даже на видео видно, что конструкция, скажем так, слабоустойчивая. Благо, через минуты 3 мы выехали на более безопасный участок дороги, иначе 100% бы развернулись и поехали обратно. Приехали мы в абсолютно безлюдное место, о котором почти нет никакой информации в сети. В принципе, ничего удивительного. Среднестатистический турист даже не подумает ехать в такие труднодоступные места. А я такие просто обожаю. Полная глухома и красотища, и 30-минутный спуск к дикому пляжу с еще одной парой рожек в океане. На Лагомере чертики постоянно наблюдают за тобой и щекочут твои нервы. Аккуратно, чувак, не спеши. Ну, нам туда. Добрались? Когда ты находишься один на один с природой в таком красивом месте, хочется слиться с ней по максимуму. Я не планировал купаться на этом пляже и не взял с собой плавок, но когда это может помешать? Наверняка тут жесткие приливы и отливы. По крайней мере, камни, которые прямо у скал, мокрые сверху. Поэтому нам желательно не терять бдительности. За часа 3, что мы провели на этом пляже, мы встретили лишь 2 местных рыбаков, которые что-то ловили на рогах чертика. Просто посмотрите на масштаб скал в сравнении с этими муравьями.
Природа всегда сильнее человека, но люди стали все чаще об этом забывать. Никакие курорты, никакие облагороженные пляжи и близко не смогут приблизиться к тому уровню ощущений, которые ты испытываешь здесь, в уголках, практически нетронутых человеком. Энергетические волны планеты тебя буквально пронизывают насквозь. Чашу впечатлений от природы за сегодня мы наполнили доверху, но день на этом не заканчивался. По приезду в город мы успели посмотреть второй тайм решающего матча отбора на Евро-2020 Украина-Португалия, где наши ребята абсолютно заслуженно обыграли чемпионов Европы и вышли из группы с первого места. А затем Саня заскочил в ресторан и отснял вот такой вот местный колорит. Ayer, hoy, mañana y siempre, eternamente a tu vera, eternamente a tu vera, ci farà perita tuya, hasta día que me muera. Ну и, наконец, наступил день X, когда нужно было перелетать на следующий остров. На рассвете мы отправились на локацию из начала серии, чтобы доснять недостающих кадров. Иногда, чтобы снять красоту, требуется жертвовать, в том числе здоровьем. 12 градусов, я оказался не готов немножко к этому. Откуда мы выезжали, там было 20 градусов, сейчас 12. И туман / дождь. Погода была совсем нелетной. Тучи, моросящий дождь, сильный ветер. Но пейзажи благодаря этому открывались максимально драматичные. И когда открылось окно более-менее безветренной 10-минутки, я запустил Вилсона. Главное украшение этой локации – скала, но из-за ее огромных размеров пришлось отлетать подальше, чтобы выставить красивый кадр. И вот здесь случилась катастрофа. Резко начал подниматься сильный ветер, нагнавший тучу с дождем прямо в район, где летал Вилсон. Батарея вмиг упала с 50% до 20%, и коптер стал совершать аварийную посадку посреди нигде. Critically low battery. Связь с камерой Вилсона потеряна. Есть только последние зафиксированные координаты, где он предположительно упал. Я вспоминаю горький опыт Исландии, когда координаты коптера мне не помогли. Затем вспоминаю, что до нашего самолета осталось 1,5 часа. Совещаемся с Саней и принимаем решение купить билеты на вечерний рейс и все же попытаться найти дрон. Ведь впереди еще 3 острова, и отсутствие кадров с воздуха было бы огромным разочарованием. Короче, дрон совершил экстренную посадку посреди нигде. У нас час до самолета. Ищем дрон. Честно говоря, поиски были шагом отчаяния. Шансы найти Вилсона в огромной горной долине в лесу были мизерными. Ну, в теории когда-то тут там была дорожка. Когда-то? Может пойти все-таки? Вот ты ту имеешь? Чувак, это не дорожка. Вот мы сейчас, знаешь, направлены мы четко туда. Нам туда. Погнали? Чувак!
Я нашел. Подойди сюда, подойди просто. Где? Иди сюда. Он тут. и он целый, чувак. Он целый. Так, тихонечко. Пропеллеры целый, чувак. Он тупо целый. Все целое. Ты тупо герой, ты покупаешь это? Эмоции. Правда? Я считаю, что даже стоило переплатить за это $450 за новые билеты. Ну круто, что мы полезли все-таки, да? Ты красавец. А ты, получается, доходишь до сюда, разворачиваешься и видишь его? Не, я смотрю по сторонам, я думал лезть на дерево туда, уже смотреть. Вот он должен быть здесь, знаешь, русло реки. Фух. Координаты работают. Типа геолокация сбивалась, но думаю, типа локация этого, координаты правильные. Ну да. Типа, то, Оно что, сбивается то, здесь, что... потому что помехи. Да, нас сбивала. Геолокацию именно телефона. А типа геолокация дрона была тут. Я вот просто, чуйка у меня была, что он здесь. Охренеть. Полетаем еще. Полетаем. Ты мне должен, сука, пиво, блядь, я не знаю, друг. Где мы находимся? Мы вообще черт знает Вот где. мы же оттуда, да, поднимаемся? Да. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько нам повезло. Если бы дрон приземлился на 2-3 метра левее или правее, мы бы его не нашли. Если бы дрон не застрял в кустах, он почти наверняка сломал бы камеру или клешни, и мы бы не смогли больше летать в поездке. Вдоволь поиздевавшись, чертики Лагомеры решили смилостивиться. И тумана нет. Че, можно взлетать? Ну, кстати, руки в крапиве, реально. В крапиве, да? Ну, посмотри, да, в волдыре уже. Вот у меня тоже Ноги, да, в крапиве. в волдыре, да. Надо будет купить... у меня есть антигепариновая, по-моему, мазь от раздражения. Я сделал в аптечке. Отлично. Реально, он был бы на верхушке любой елки и все. Мы бы его видели и не могли бы достать никак. Ну, да. Мы хотели лезть вот так вот вниз. Вот так вот вниз хотели полезть. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, да? Fire in the hole! Что ты шишками кидаешься? Storm the front! Вот это классно, я ее возьму себе, наверное. Маленькую. Так, святая граната из Вромсов. Погнали. Да. Аллилуйя! Сука, почти. Ну, я же сказал. Ты был прав. Еще один попытка. Слишком рано пробел отпустил. Я понял тебя. Там Все нужно. Аллилуйя! Четенько. Я же сказал. Прыжок! Да, таким Артема вы еще не видели. Насквозь мокрый. Сколько мы уже идем по времени? Минут 20. 20. Снизу. Снизу. А, кстати, сколько заняли поиски дрона? Короче, час 10, час 20 мы его искали. Не так уж и долго. В итоге мы не сильно нарушили график нашего маршрута, потеряв лишь полдня. Вечерним рейсом мы добрались до острова Лансароте, но об этом уже в следующей серии.